Привет. Как оказалось, кроссворд людям интересен, даже более чем. И это хорошо, ибо от этой игры я уже так просто не отстану. Как и говорил ранее, выпускаю типа дополнение к прошлому видосу, ибо некоторые детали туда не поместились, а также за это время появилось уже немало новых интересных подробностей. И так как повторяться я не буду, то рекомендую посмотреть первую часть, если вы ее не видели. Но если видели, то посмотрите еще раз, почему бы и нет. Ну ладно, давайте уже перейдем к теме этого видоса. И начать, к слову, предлагаю с той темы, которой крайне не хватало в первой части, а именно сравнение, с ХК, конечно же. Но не все так просто. Сравнивать мы будем не сами игры, а их Kickstarter компании. Кто не знает, это сайт, на котором вы можете выложить свою идею. Запрашиваете определенную сумму на реализацию этой идеи, и люди поддерживают все это дело деньгами. Если запрашиваемая сумма собрана, поздравляю, идите реализовывайте ваш проект. Если же набрали, допустим, только половину от нужной суммы, то вы не получите ничего. Сурово, но честно. В общем, что ХК, что КС начинали отсюда. Однако достигли они кардинально разных результатов. Хотя оно и понятно почему. ХК появился там на много лет раньше, да и он был таким первооткрывателем. Но все же для того, чтобы иметь представление о масштабах проектов, сравнить, думаю, стоит. Итак, оба кикстартера длились по 30 дней. Для создания ХК нужно было собрать всего ничего, 35 тысяч австралийских долларов. Чтобы было удобнее, я переведу в обычные доллары, 26 тысяч. А вот для создания Кроссворна потребовалось уже 125 тысяч канадских долларов, в переводе на обычные 100 тысяч, что в 4 раза больше, чем для создания ХК. Конечно, я знаю все эти мемы про разработка подорожала и бла-бла-бла, но все же разница не маленькая. После начала кампании ХК потребовалось аж 26 дней, чтобы достичь требуемой суммы. А под конец кампании общими усилиями 2158 человек было собрано в общей сложности 42 тысячи долларов, а также 1200 через PayPal, что в сумме превышает первоначальную цель примерно в 1,5 раза. И благодаря этой сумме комьюнити достигло нескольких целей. Некоторые были реализованы, некоторые нет. Также спасибо тем через за то, что они реализовали даже те цели, которых комьюнити не достигло. А теперь смотрим на достижения Кроссворна. Игре хватило всего 3 часов, чтобы собрать всю необходимую сумму, а за оставшиеся 30 дней почти 20 тысяч человек смогли собрать $1 000 000, что превышает запрашиваемую сумму в 10 гребаных раз. Благодаря этому мы разблокировали абсолютно все цели сбора, и это просто невероятно. Да, я, конечно, понимаю, что количество денег не гарантирует хорошую игру. Оно вообще не гарантирует игру, привет, Star Citizen. Но если задуматься, при каком маленьком бюджете был создан ХК и то, каким шедевром он вышел, то у разработчиков Кроссворна есть все шансы создать буквально игру своей мечты, ни в чем себя не ограничивая на этапе разработки, и с легкостью переплюнуть ХК. Насчет Силксонга, правда, так пока не скажешь, ибо он еще не вышел, но думаю, КС ничем не будет хуже. Ну что ж, свою жажду сравнения я утолил, и теперь перейдем к виновнику всего торжества. Что мы разблокировали для Кроссворна во время Kickstarter кампании? Во-первых, были закрыты все ограниченные тиры. Кратко говоря, во время кампании люди могли заплатить баснословные деньги, чтобы привнести в игру какую-то свою идею. Такие тиры были очень ограниченные и дорогие, но несмотря на это, их моментально раскупили. Благодаря чему в игре появится 3 новых босса, 5 мини-боссов, 10 новых NPC, каждый со своей цепочкой квестов, и 5 уникальных корвианских способностей. Тем более, это все именно что абсолютно новый контент, который будет добавлен поверх запланированного. Я специально написал разработчикам, чтобы это уточнить. Но помимо этого, за каждую крупную отметку в количестве собранных денег, мы открывали для игры что-то новое. И тут я уже перейду на канадские доллары, чтобы вас не путать. Итак, первая цель 200 тысяч. Крыло нам босс Rush. Думаю, все прекрасно понимают, что это, тут про него особо не расскажешь. Надеюсь, реализуют его как-то более-менее интересно. За 275 тысяч мы разблокировали кошмарный режим, который усложнит игру и предназначен для любителей такого хардкорного гейминга. 325 тысяч собранных средств дали нам доступ к Трибуналу Проклятых, арене, на которой мы будем сражаться с ордами врагов и боссов. Возможно, это некий аналог Колизея глупцов, как в Hollow Knight. А вот дополнительные 50 тысяч принесли в игру кое-что поинтереснее. Озвучку персонажей. Сейчас звуки NPC похожи на аналогичные в ХК. Hey there, lad. Right. Но на релизе нас ждет почти полноценная английская озвучка. Почему почти полноценная? Потому что никакой полной озвучки диалогов не будет. У каждого NPC и босса будет несколько своих фраз, как в Diablo 2. Отметка в $500 000 канадских долларов открыла нам довольно необычную награду. Крowcard. Это некий Mario Kart только для бедных. Разработчики создали его в перерыве от основной разработки и развлекаются там в кооперативе. В будущем эта игра будет доступна бесплатно в Steam, но поддержавшие игру на Kickstarter получат ее прям сразу, в виде дев-билда. Она как бы полностью рабочая, можно спокойно передать копию друзьям и играть по сети. Собрав 600 тысяч, мы открыли кладбище гигантов, локацию, про которую я рассказывал в прошлом видосе, и плюшевую игрушку. Ничего особенного, в отличие от следующей цели. 750 тысяч канадских долларов, во-первых, разблокировали нам вторую локацию, разрушенную библиотеку, про нее я также рассказывал. Но помимо этого, все физические копии игры, полученные на Кикстартере, будут иметь эксклюзивную металлическую обложку. И знаете что? Вот именно эта достигнутая цель подтолкнула меня к тому, чтобы поддержать игру на дополнительные $35. До этого у меня был уровень за 45, который давал доступ к бете, а теперь стал
файл за 80, который дополнительно дает физическую копию, не отнимая электронную версию игры. И мем в том, что ключ можно спокойно выбрать для Steam, а вот эту эксклюзивную физическую копию взять для какой-нибудь PS5 и не распаковывая перепродать после релиза каким-нибудь коллекционерам за бешеные деньги. И мало того, что отбить обратно все свои вложения, так еще и в плюс выйти. Ну а теперь переходим к самому вкусному. Достигнув 850 тысяч долларов, мы открыли бесплатное дополнение, которое будет выпущено после релиза. Оно откроет нам доступ в отдельный большой регион, называемый островами Владара. Это древний архипелаг, который существовал еще до самого Ферандала. Нас ждет уйма новых врагов, боссов, уникальные механики и захватывающая история. И наконец, финальная в кавычках цель – $1 миллион. За достижение такой круглой цифры в игре появятся полноценные анимированные ролики, такие же, как были в трейлере. Они будут в катсценах, перед первой встречей с боссами, может где-то еще. Но почему финальная в кавычках? Да потому что по задумке разработчиков, анимированные ролики – это последнее, что они хотели. И они считали, что наберут эту сумму как раз под конец кампании. Однако комьюнити превзошло их ожидания и собрало $1 миллион на 2 дня раньше. И разработчики выкатили абсолютно нежданную новую финальную цель – 1 200 000. А награду пообещали не менее привлекательную. Абсолютно новую сюжетную линию со своей альтернативной концовкой, новыми боссами, NPC и механиками. Честно сказать, поначалу мало кто верил, что мы сможем достичь этой цели, ибо времени оставалось уже очень мало. Однако с большим трудом и буквально на последних часах нам таки удалось достичь желанной отметки и даже превысить ее. В общем, как вы поняли, кампания прошла настолько хорошо, насколько это вообще было возможно. Единственное, что вгоняет в тоску, это дата выхода. Но и тут есть небольшое уточнение от разработчиков. Декабрь 2023 года это прям самый крайний срок. То есть игра по большей степени готова в плане анимации, механик и основных геймплейных элементов. Оставшееся время уйдет на проработку всего этого и на добавление нового открытого нами контента. Поэтому велика вероятность, что игра выйдет даже раньше. Тем более, что если совсем уж руки чешутся, для поддержавших на $45 или больше будет доступна бета. Она выйдет до релиза, понятное дело, но когда именно не разглашается. По поводу беты я также написал разработчикам, ибо меня крайне беспокоил вопрос эмбарго. Но вот тут ответ уже более расплывчатый. Разработчики пока не знают, как подойдут к бете, но хотели бы избежать эмбарго, а также любых спойлеров истории. Их основная цель — это получить фидбэк, дав игрокам пощупать небольшую часть игры и не заспойлерив какие-то важные моменты. На стриме, кстати, они обмолвились, что один из вариантов — это сделать вообще отдельную локацию, на которой можно будет все протестировать и не испортить впечатление от игры. Но хер его знает, как оно будет в итоге. В общем, остается только надеяться на лучшее и на то, что бету можно будет спокойно стримить или делать по ней видосы. И давайте сейчас пройдемся по другим маленьким деталям, которые я выделил на стримах, в твиттере или из их ответов. На релизе игра будет стоить $15-20, столько же, сколько и самый дешевый тир. С учетом регионалок, я думаю, в рублях будет 400-600. Однако на русский язык советую не надеяться. Хотя, надеяться никто не запрещает, но разработчики ясно дали понять, что на данный момент единственный запланированный язык английский. Однако у них уже есть партнеры и финансирование, так что ближе к релизу мы узнаем, на какие языки будет перевод и будет ли он вообще. Но в любом случае английский советую подтянуть. Также, понятное дело, никакого мультиплеера, тут только одиночное приключение. И внешний вид персонажа менять будет нельзя, ибо в таком случае придется переделывать всю таблицу спрайтов, а она не маленькая. История в CS позаимствует стиль подачи из Souls игр, то есть вы можете спокойно пробежаться от начала до финала игры, возможно даже сюжет поймете. Но если вы хотите углубиться в лор и узнать больше подробностей, то надо будет читать диалоги, находить секреты, смотреть описание предметов и врагов и все в таком духе. Для спидранеров будут доступны старые версии игры прямо в Steam, через бета-ветки, то есть не надо будет качать пиратские версии, если вы хотите поиграть в непропаченную игру. Можно просто выбрать нужную вам версию в свойствах игры. Еще в CS будут коллекционные предметы. Скорее всего, хотя я точно не уверен, собирать мы будем птиц, ибо в стартовой деревне есть некая церковь со странным NPC и кучей клеток. 5 дополнительных корвианских способностей, которые могут предложить игроки, будут иметь некоторые ограничения. Например, это не может быть трипл джамп, ибо из-за такой способности придется полностью перелопатить всю карту, чтобы не было очень небывых скипов, чтобы этот прыжок не приводил к софтлокам или застреванию в текстурах и прочим неприятным ситуациям. Однако в игре все же будут скипы, наподобие тех, как в ХК. Но, как сказали разработчики, все зависит от того, как много вы скипаете. Если вы с помощью бага в начале игры попадаете сразу к финальному боссу, то это, понятное дело, будет фикситься. Но и такие честные способы, например, используя доступные игровые механики, попасть в пока недоступное вам место, вполне нормальная тема, и фиксить такое не будут. Также очевидно будет fast travel и возможность увидеть общий процент завершения игры. Да, я понимаю, это уж совсем очевидная инфа, но в условиях, когда 80% всех ответов это «мы не знаем», или «пока рано говорить», или «возможно когда-нибудь будет», особо не разгуляюсь. Разрабы, конечно, очень общительные, проводят много стримов, дают интервью, отвечают на вопросы, и это очень-очень даже хорошо. Но уж извините меня, смотреть несколько часов стримов без перевода, без субтитров, слушаясь в каждое слово, чтобы по итогу услышать что-то наподобие «ну, возможно, мы добавим, может быть и нет, но пока не уверены», бла-бла-бла, это крайне неблагодарная работа. Поэтому уж если какую-то мелочь со стримов я не упомянул, то не злитесь. Однако, в такой открытости разработчиков определенно есть плюсы. Если ты спрашиваешь что-то, на что возможно дать ответ, то ты этот ответ получишь. Так, например, мне удалось достать карту в хорошем разрешении. Да, вот так чудо, но для этого достаточно было просто им написать.
писать. В целом я не стану сейчас разглядывать каждую мелочь, но на кое-что внимание все-таки обращу, а именно на уже известную нам локацию, кладбище гигантов. И благодаря карте в хорошем разрешении понятно, почему эта локация так называется. Здесь лежит огромное, мать его, разбитое птичье яйцо, куча костей и вороньих черепов. Уже известно, что лор будет тесно связан с птицами, особенно с воронами, так что эта локация действительно имеет огромное значение для всей игры в целом. Второй вопрос, который я им задал, касался продолжительности игры. Ответили они, что стремятся к тому, что прохождение займет примерно столько же, сколько прохождение ХК. Но если хотите плюс-минус примерные цифры, то только сюжетка займет 15 часов, а для прохождения на 100% потребуется почти в 3 раза больше, 40. Но опять же, это все примерно. И с учетом того, сколько доп-контента мы разблокировали, игра будет куда длиннее. И раз мы уже заканчиваем, то я хочу кое-что уточнить. В прошлом видосе я скорее всего ошибся, сказав, что новостей по этой игре будет мало, ибо у них за маркетинг отвечает Мэтью Гриффин. Но знаете, судя по тому, как разработчики открыто себя ведут, они с легкостью отвечают на любые вопросы и в целом контактируют со своей аудиторией, да? Поэтому я думаю, что новостей по этой игре будет, если немного, то хотя бы они просто будут, а не как в случае с Силксонгом. Поэтому уж если какая-то мелочь опять не попала в этот ролик, то будет когда-нибудь и третий. Да, почему бы и нет, потому что мне эта игра лично очень интересна, и я не против о ней рассказывать. А вы, как я понимаю, не против слушать, так что все выигрыши. И на этом уже буду, собственно, заканчивать. Надеюсь, вам было интересно, и до скорого.